Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Итак, сегодня я буду повторять одного героя, нового, это Кез. Поэтому погнали, присаживайтесь поудобнее. Всем приятного просмотра, приятного аппетита, приятных снов и хорошего, соответственно, вам дня. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться, кто до сих пор на меня не подписан. Также подписываемся на мой телеграм-канал, все ссылки закреплены в описании под видео и в комментариях под видео. А также, кто может стать спонсором, то милости прошу к нашему шалашу. Играю эту игру я вместе с Марком. Марк — это мой утяжелитель, как вы помните, да. Жду в комментариях там всякие интересные словечки в его сторону. Потому что обычно пишут, типа, что Марк для меня не утяжелитель, а наоборот облегчитель. Итак, почему я решил именно записать Кеза? Ну, во-первых, я его один раз записывал, и записывал его только с выходом патча. Охренеть. Может, это будут халявные роллы на старте? Если это будут халявные роллы на старте, это будет вообще же шикарно. Также, если будет мне приходить панда, то я, соответственно, буду еще играть через панду и все-таки реализую нефритового генерала наконец-то. Хотя не факт, не факт. Почему? Потому что что-то у меня с нефритовым генералом в последнее время не клеится. Даже уже в комментариях там с меня лахаете вы. Так, по реликвиям. Здесь на самом деле очень хорошие реликвии, но единственное, что мне не нравится, это то, что тут есть хорошие легендарки, которые против меня могут работать чуть ли прям не по кайфу. Так, я делаю сейчас, если что, немного слабее стол, по той лишь причине, что у меня БХ монетку не забузил. Так, я возьму минус броню. Хотя, ладно, минус броню возьму. Играть я буду через убийц. Так. Ладно, цемочку продам все-таки. Я просто еще думал, кого продать. Но в любом случае я буду играть через убийц, потому что Кез реализуется через убийц вообще 10 из 10. Особенно, когда я его буду делать основным керри. В чем прикол вообще Кеза? Кез довольно-таки сильный герой, как для третьего тира. И если его реализовать через синергию наблюдателей, именно первого тира, первого уровня синергию наблюдателя, то в принципе это очень даже хорошо смотрится. Так, я беру, если что, этот кристалл. Ладно, перерабатывать не буду. И скорее всего... Ой, перерабатывать не буду. Не могу переработать, потому что я до этого уже переработал. Вот. Кез вообще в целом очень сильный герой. Он... Как работает вообще его активка? Он наносит 30% от максимального хп, соответственно, фигуры, которую он бьет. Это на самом деле очень прикольно. И наносит он, если что, поэтапно этот урон. То есть он 15% наносит, потом снова еще 15% урона наносит. И между этим он еще вставляет свою тычку, то есть урон с руки. Ну и, соответственно, модификаторы атаки работают. Также, соответственно, криты работают, синергии работают и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. То есть прикольно это выглядит. И довольно-таки сильно это выглядит. Ну, надеюсь, я вам прям раскрою его по максимуму и посмотрим, насколько получится именно в этой игре раскрыть его. Потому что, ну, объективно говоря, тут очень хорошие легендарки. Очень хорошие легендарки. Сорянчик, отвлекся. Уведомление на телефон прилетело. Вот. Здесь очень хорошие легендарки, которые могут меня спокойно законтрить на Кезе. Но в целом, я думаю, все равно его силу раскрою. Чем быстрее я его в 3 звезды соберу, тем, соответственно, будет лучше. Ролиться буду, соответственно, я на 7 уровне. Так, я здесь беру за победу, потому что, ну, у меня стол реально хорош, поэтому я беру, соответственно, талант на победу. Жалко, конечно, это не халявные роллы, потому что он мог мне уже и раньше приходить, но, как говорится, что не делается, то к лучшему, правильно? Почему именно на 7 уровне буду ролиться? Потому что на 7 уровне будет самый высокий шанс на фигуру 3-го тира. Плюс я буду блокировать синергию, если... Если будут лишние деньги, я заблокирую охотников, либо же воинов. Посмотрим, кого больше там в 3-м тире. Но если лишних денег не будет, то, соответственно, я буду блокировать инсектоидов, потому что инсектоиды — это самый дешевый бан, и ты блокируешь 2 фигуры 3-го тира и 1 фигуру 4-го тира, что, в принципе, для меня это прям 10 из 10. Итак, какие вот предметы на Кеза надо? Ну, давайте начнем, как обычно, с 1-го тира и закончим 5-м. Первый тир, который я считаю, что ему нужно, это минус броня, плюс броня. Он довольно-таки худенький, плюс... Ну, ладно, давайте так, я называю предметы, дальше ситуативно. Но в целом мы берем изначально керри предметы. Это палка, минус броня и сломанный меч. Все, это 3 керри предмета. Дальше, соответственно, идут такие предметы. Это плюс броня, плюс хпшка, медальон,
И мана-реген, потому что у этого героя есть мана, и ему нужно ману регенить. Ну, тут, к сожалению, неудачно получилось, не выиграл раунд, но, в принципе, плевать плюс плевать. Дальше. Из второго тира, что ему мастхэвно смотрится? Ну, про кулон плюс посох вы и сами знаете, да, я почти в каждом ролике об этом говорил, поэтому вы все и сами прекрасно знаете. Тут даже говорить не буду, знаете, это запрещенное слово, которое вслух мы говорить не будем, как в комментариях уже лахали. Это, грубо говоря, лорд Волан-де-Морт. Так же самое и с кулоном плюс посохом, чтобы вас не триггерить. Из второго тира мы берем молнии, отличный предмет на него. Молнии, мана плюс 50, плащ, пальто. Жетон отступник, это если, соответственно, против вас есть убийцы, либо же наблюдатели, тоже отлично будет заходить. Ну и в принципе все. И вот из прям таких предметов, которые им прям нужны, вот это вот именно все. Больше особо ему там не надо. Из второго тира. Ну да, получается, больше там особо такого и нечего взять. Можно, конечно, бусы на анхилы еще взять. Тоже, кстати, неплохо будет смотреться из второго тира. Короче, ситуативно. Самый главный мейн-предмет это молнии и мана плюс 50. Дальше же все по ситуации. Там, где плащ, там, где бусы и так далее. Вот. Из третьего тира что мы берем? Из третьего тира отлично на него будут предметы смотреться по типу дезолятора, который дает минус 10 брони. Вообще хорошо будет смотреться, особенно с сочетанием первого тира, который дает минус 5 брони. Там урона тоже космос. Но все же ситуативно. Смотрим по ситуации, от этого отталкиваемся, что конкретно ему надо будет. Итак, дезолятор, мифриловый доспех вообще шикарно будет смотреться, потому что вы всякие обезоружия себя будете скидывать, получите манреген, плюс хпшки немного еще сверху, тоже хорошо будет смотреться. Наследие Духа Огня, вообще шикарный предмет, почти чуть ли не в каждой игре вы берете в любом случае этот Наследие Духа Огня, поэтому тоже имейте это в виду, что Наследие Духа Огня на него отлично смотрится, потому что дебафы себе скинете, он еще раз свою способность может закинуть, то есть прям хорошо смотрится, неплохо. Неплохо. Так. О, там уже антимаг, я тебя услышал. Там уже антимаг есть. Понимаю. Ладно. Что ж. Печально, конечно, но что поделать. Еще раз. Третий тир. Мифриловый доспех, дезолятор. Двойные клыки, это, естественно, если против вас есть там инсектоиды, дубликаты, вообще отлично будет смотреться. Наследие Духа Огня, мифриловый доспех. Дальше, шар бездны. Если против вас, соответственно, есть демоны, либо нежить, мы берем вот этот вот новый клинок, который против демонов и нежити, который урон увеличивает. Магическая призма, чуть не забыл за нее. Магическая призма тоже отлично смотрится под Кеза, потому что у него таргетная способность. И, соответственно, когда вы закинете магическую призму, это будет плюс одна цель. То есть тоже хорошо. Все дальше, ребят, по ситуации. Смотрите, что вам надо, и от этого отталкивайтесь. В принципе, все. Аура на скорость атаки, ну, я думаю, это излишнее. Он все-таки бьет способностью, и намного лучше, чтобы он кастовал свою способность намного быстрее, чем с руки бил. Но с руки он тоже, кстати, нормально наваливает, потому что скорость атаки его родная довольно-таки неплохая. Берем, естественно. Из четвертого тира тут выбор, кстати, пообширнее будет. Сейчас посмотрим, что мне упадет за реликвия, кабаны. Мне это не надо, эти кабаны. Опа, таланты. Таланты хорошо. От талантов я не откажусь, на самом-то деле. Талант это топчик. Ну и поставлю баф гоблинов. Пусть будет. Пусть будет. У меня 3 гоблина, 3 убийцы. Хотелось бы взять клевер, но не буду. Я возьму палку. Палка мне сейчас намного важнее. Из четвертого тира. Естественно, МКБ. МКБ вообще прекрасно смотрится. МКБ, БФ, Драконий Рог, Рефрешер. Ну и БКБ, естественно. Вот это вот 5 предметов, которые из четвертого тира мы хотим видеть. Ну, соответственно, все дальше по ситуации. Самое главное, это чтобы у вас был БФ и Рефрешер, либо Драконий Рог. Почему так? Потому что с Рефрешером он 2 раза кастанет свою способность, и это очень много урона. Особенно, когда вы поставите синергию наблюдателей, там он будет по 2 цели мочить, а под БФом это будет, ну, типа мини-эмбер. Ну, я думаю, тут это и сами так поймете, да, то, что мини-эмбер будет такой.
тут меня сносят потихонечку. Ну, ничего страшного. Сейчас я 7-й возьму, и мы пообщаемся с вами, ребяточки. Рики пришел, бабка пришла. Так, отлично. Это продадим, бабку оставим. Вот. Самые главные предметы это рефрешер плюс БФ. Все. Вот это вот два самых основных предмета с 4-го тира. Все остальные предметы ситуативны. Где надо МКБ, где надо БКБ. Это все смотрите по ситуации и от этого отталкивайтесь. Из 5-го тира что мы хотим видеть? Ну, если мы играем через убийц, то можно, конечно, взять перчатку на чистый урон. Тоже будет неплохо, потому что очень много чистого урона будете вносить. Но не всегда это хорошо. То есть не всегда это целесообразно. Если против вас там всякие рыцари и воины, мы, соответственно, ищем перчатку. В любых других случаях мы не ищем перчатку. Ну, потому что она излишняя, а вы хотите, чтобы ваш герой все-таки хилился. У героя нету никаких таких плюшек, чтобы он там мог защититься от от большого урона против него. Поэтому все-таки хочется видеть на нем маску 5-го тира, хочется видеть на нем кирасу, бессмертие. То есть, давайте так. Ух ты, все отлично, поприходило. Поприходило то, что надо. Так, это сюда. Все, 6 убийц есть, отлично. Поехали. Так, это мы покупаем. Это мы покупаем. Так, маска, кираса, бессмертие. Дальше все по ситуации. Где надо криты, берем криты. Хотя, ну, излишне, но это плюс урон, соответственно. Где надо рапира, соответственно, берем рапиру. То есть, если у вас есть бессмертие, плюс наследие, плюс БФ, плюс рефрешер, то, я думаю, можно спокойно взять будет рапиру. Вы там будете разрывать. Дай боже. Поэтому тоже имейте это в виду. О, видели? Только что этот Ронин с одной способности вынес мартретку. На самом деле, очень такой прикольный герой. Необычный. Поэтому пробуйте и тестируйте его. Так, инсектоиды нашел. Все. Сейчас следующий раунд. Выберем талантик. И пойдем ролиться. Это нам надо. Я тут вижу рыцари собираются, поэтому я думаю, в 90% случаев мне сейчас понадобится перчатка 5-го тира. Знаете, вот самая главная проблема вот этого вот Ронина, это то, что у него есть мана. Из-за того, что у него есть мана, это на самом деле проблема, потому что он ее может очень долго копить, да? Плюс может прилететь всякие там думы и тому подобное, и вы, соответственно, не закастите эту способность. Плюс его сайленс очень душит. Но больше всего его душит это вот антимаг. Антимаг это прям вообще душнило ходячая. Надеюсь, никто не будет собирать моего Ронина, потому что я сам хочу его собрать. Ну и в целом, кстати, на убийцах очень приятно играть. Я думаю, вы это и сами прекрасно понимаете. Сразу ставлю петуха, потому что этот петух дает синергию наблюдателей. Горн нужен мне или не нужен? Да, в принципе, можно было бы. Или не нужен? Или нужен? Так, ну сейчас мобы. Так. Без разницы, что я здесь беру. Кстати, если что, на 7-м вы ролитесь так же само, как и на 8-м. Такой же самый шанс выпадения фигур 3-го тира. Не знаю, я думаю, Горн мне не нужен. Я надеюсь, что мне сейчас Кез очень быстро придет в 3 звезды. Чтобы я тупо мог пойти в уровень и спокойно дальше на темпе сидеть. Ну и самое главное, что предметы, конечно, шли. Сейчас посмотрим, что мне пройдет из 2-го тира. Эльфы собираются, против эльфов мне понадобится МКБ. Так, давай, что у нас тут? Что у нас тут хорошенького? Или не хорошенького? Медальон пойдет. Рики в 2 звезды. Я так понимаю, Рики быстрее соберу, чем Кеза. Я, короче, взял, если что, этот кристалл не просто так. Раз он выпал, то я его оставлю. Вдруг мне на 20-м раунде выпадет мастерская бума. Так, Кез 2 звезды, отлично. Вдруг мне выпадет мастерская бума. Я, соответственно, могу за минимум собрать себе шмотку 5-го тира. Либо 4-го тира. Ну, посмотрю, что надо будет, от того и толкнусь. Поэтому, если вам, ребята, эти кристаллы падают, и вдруг есть мастерская бума, то берите, соответственно. Ставлю, кстати, Вайпера. Потому что у Вайпера таргетная способность, он сейчас будет плевать по 2 целям из-за того, что у меня синергия наблюдателей. Ну и также, соответственно, у меня Ронин, который тоже будет по 2 целям сейчас мочить.
Не знаю, я, возможно, либо буду искать предмет 5-го тира сразу, либо буду искать предмет 4-го тира, чтобы найти себе БФ. Без БФа он просто не будет так быстро зачищать толпу, чем, ну, как с БФом. Ну, я думаю, это и так понятно, да? Так, антимаг тут. Вот антимаг, конечно, это такая заноза. Просто будет выжигать, у меня ману Ронин. То, о чем я говорил. Почему мне не нравится, из-за того, что у Ронина есть мана. Винстрик сюда. Я даже, если честно, не заметил то, что там у чувака винстрик. Так, ладно. Мартретку берем. Мартретка вместо вайпера пойдет. Мартретка всегда хорошо. Пригодится, чисто на сдачу. Но керить мы будем до конца Кеза, если что. Кез, пожалуйста, давай ты меня в этой игре не подведешь, и ты будешь очень хорошо идти. Так, рыцари собираются. Вот это вот, конечно, неприятно, то, что там рыцари собираются. Скорее всего, все мои планы обломаются. Я буду искать предмет 5-го тира. Вообще, вот это хорошо, то, что ввели вот эти вот кристаллы 2-го тира. Ты можешь реально вот таких пачку пособирать, а потом просто взять и переролить на нужный тебе предмет. Причем потратишь минимум. А если еще и мастерская бума есть, то вдвойне минимум потратишь. Ну, короче, одни плюсы, как по мне. Да, не всегда, конечно, хочется на старте видеть эти кристаллы. Но на самом деле, если падали, там, знаете, на 3-м раунде кристалл, на 15-м, на 25-м с моба выпадет кристалл, то это шимба. Что-то Марку там очень плохо. 39 хп. Банки ему мало восстанавливают, судя по тому, что я вижу. Так, обузим инвестицию в лучшее будущее. Опа, и ничего еще. Давай еще. Рыжий лис. А мне нету вместо кого рыжего лиса ставить сейчас. Нету. Нету. Поэтому не будем его брать. Интересно, что быстрее я соберу? Рики или Кеза? Пока что шансы равны. Но у меня есть подозрение, что я Рики в первую очередь соберу, а Кеза я где-то к раунду 25-му плюс-минус соберу. Вообще вот через Кеза играть вот так, как я сейчас играю, это довольно-таки приятно. Так, у Марка там не все очень хорошо. Тут воины, это меня тоже смущает. Но у Марка есть кулон. Хотел найти, он, так я понимаю, посох 3-го тира, но не вышло. Ну ладно. То, что воины еще, конечно, собираются, вот это мне вообще не нравится. Воин это проблема. Физический урон это, конечно... Заноза в заднице еще та. Давай! Ну, видите. Из-за того, что тут воина маловато урона было. Видите, как Кес. Он такой ватненький, этот Кес. Поэтому, знаете, ну хочется ему все-таки хп-реген. С хп-регеном он бы не был такой ватный. Но тут, скорее всего, мне понадобится именно перчатка 5-го тира. Потому что и рыцари, и воины. Можно было бы, конечно, через кулон поиграть. Но не буду. И так через кулон много раз играл. Давайте вот именно физовую сборку вам покажу. Не хочу искать целенаправленно кулон. Хотя у меня тут множество шансов есть, как поискать кулон. Так, я сейчас предметы перекидываю в убийца Горна. И вот так вот делаю. Ну, убийца Горна он в 3 звезды. Поэтому его надо закерить пока что. Шанс 50% то, что он будет оглушать. Поэтому 10 из 10 ставим. Сейчас, надеюсь, мне реально мастерская бума выпадет. Либо же на самом деле Мамора я не откажусь. Но я больше всего хочу мастерскую бума. Ну и Мамора тоже можно было бы. Я бы туда Кеза закинул. Потихонечку бы собирал его так. Блин, ну прикольный герой Кез все-таки. Мне нравится вот герой Кез. Кстати, даже сейчас он нанесет больше урона, нежели убийца Горн. 3 звезды. Так, яйцо хорошо. Яйцо это хорошо. Ранний Кез будет залог успеха. Там чернокнижники на первом месте. Вообще, каким образом он там живет, непонятно. И вообще, какой смысл от чернокнижников? Чернокнижники сейчас полная шляпа сейчас. Может быть, только там через условного алхимика. Кстати, я что-то пропустил момент. Ну, я как-то даже не обратил на это внимание, потому что уже было довольно-таки поздно обращать внимание. А панда мне вообще приходила? А ну-ка в комментах мне напишите, панда вообще приходила-то или нет?
У меня есть подозрение, что мне панда вообще не приходила. Хм. Мне, кстати, в комментариях писали, типа, Саня, почему у тебя такой высокий пинг? Ребят, у меня всегда такой пинг. У меня всегда 200 плюс пинг. У меня почти никогда нету 50 пинга. Не знаю, с чем это связано, но нету. По-моему, я Рики быстрее соберу. Вот что-то у меня есть такое малюсенькое подозрение, что я Рики быстрее соберу. На самом деле это плохо, то, что у меня так долго кес собирается. О, раз берсерк, два берсерк. Вот это вот хреново, то, что там берсерки. Это огромная проблема для меня. Это не есть хорошо. Да, там эльфы, рыцари. Марк на 6 богах сидит. Но я на самом деле пока его не опасаюсь, у него слишком слабо там. Я больше опасаюсь эльфов и рыцарей. Два рыцаря, два эльфа. Ой. Да, это жестко. Что-то у меня есть подозрение, что пока я Кеза в 3 звезды соберу, мой противник соберет себе берсерка в 2 звезды. По закону подлости. Это так и должно случиться, отвечаю. Давай, Кез! Бэм-бэм. На самом деле, у Кеза очень много урона с его способностью. Все-таки, прикиньте, вы 30% от максимального здоровья наносите урон. Оп, еще винстрик сюда. От противника, естественно. Рики. Сларк. Кес. Еще один Сларк. Нормально. Так, юзаем яйцо, естественно. Так, Кес сюда. Все, мне осталось 2 Кеза и будет отлично. И 2 Рики. 2 Кеза, 2 Рики и 1 Сларк. Сильно. Омник. О, не, мне тут по-любому надо будет перчатка на чистый урон. По-любому. Хочешь, Саня, не хочешь, но перчатка на чистый урон нужна. Надеюсь, у меня получится еще хаотичный договор использовать. Я хаотичный договор активирую только тогда, когда у меня будет хотя бы минимум 5 винстрик. Чтобы я смог именно хаотичный договор по максимуму реализовать. Раньше использовать не буду. Нет смысла. Потому что я не смогу, наверное, набрать 10 стаков. Если раньше использую. Поэтому буду терпеть. Терпеть до талого. Сларк, гаси! Проиграл? Давай, стань. Стань. Как ты любишь. Стан. Стан. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Я же говорил, что я Рики быстрее соберу. Ну ладно, на самом деле Рики довольно-таки полезный герой. Все-таки Сайленс по огромному... Ну да, ну да, ну да, естественно. Почему я не удивлен? У него еще там миллиард берсерков сверху. Это получается, он через Мамора собрал его в 2 звезды. И ему еще один берсерк выпал, чтобы на стол поставить, да? Понимаю. Пока я тут пытаюсь найти фигуру 3-го тира в 3 звезды, там челы собирают себе легендарок в 2 звезды. Дефолт, дефолт. Так прикол в том, что... Ладно, если бы он просто там через троллей играл, но ему идеально под рыцарь идет. То есть отличная сборка. Да, надо по-любому здесь перчатку искать. Тут уже выбор без выбора. Перчатку надо искать. Слишком много рыцарей. Плюс омник есть. Инвокер. Инвокер мне не нужен. Омник. Еще один омник. Но вы мне не нужны, ребятки. Вы мне не нужны. Мне нужен Кез, которого нет. Так, ладно, предметы в Сларка закидываю. В него я сейчас как-то побольше верю. Да, очень долго гапается у меня Кез. Там еще и дизраптор у него собирается, судя по всему. Пу-пу-пу.
Ну ладно, на самом деле у меня все более-менее хорошо, потому что у меня есть хпшка, у меня есть деньги. Если бы у меня не было хпшки, но были деньги, вот это была бы огромная проблема. А так я могу еще потерпеть. Я могу вообще не спешить. Так, тут Марк с Омником. Так, ну Берсерк отлетел. Помянем Берсерка. Ох ты, ё! У него спектра. Кес, давай, не подведи меня. Родненький, хорош! Прости, Марк. Марк, прости. Я не хотел, Марк. Прости, пожалуйста. Так, все отлично. Я могу теперь спокойно идти в уровень. Надо поставить себе 9 убийц будет. Так, на автопокупку мартретку ставим. И тупо идем в уровень. Нужно взять 9. Не знаю, ролится, не ролится по предметам. Или все-таки потерпеть 30. А, он еще и Омников 2 звезды собрал. Ну, серьезно? Нормально типутом идет. Вопросов не имею. Ну, что делать? Реально придется ролиться. Ну, иначе я просто отлечу. Что у нас тут? Мифриловый доспех. Отлично, берем. Мифриловый доспех, это хорошо. Горный агар еще возьму, пригодится. Или может потерпеть все-таки до 30-го. Но тут осталось прям как рукой подать. Не знаю. Немного в замешательстве, если честно. О, ты еще и очищающую сферу нашел. Серьезно? Да чё ж тебе так хорошо идет, молодой горячий? Тут Кираса. У меня проблемы, дамы и господа. У меня есть проблемы. Там огромный берсерк. Но у него там нереальный стол. Очень хороший стол. Реально хорошее сочетание. У него рыцарь, у него омник. Кайфует. Наш телефон заорал. Если что, это у меня было, ребятки. Не знаю, было ли вам слышно или нет. Надеюсь, нет. У него очищающая сфера — это вообще жесткий триггер для меня, потому что он будет включать мне синергию, и у меня кес не будет столько урона вносить, как хотелось бы. Ладно, пока посмотрим. Хотя может рольнуть все-таки. Блин, у меня такой дикий соблазн сейчас взять и рольнуть, потому что ну надо. Не найду, так он меня снесет на своих рыцарях. Слишком сильный гад. Слишком. Но на самом деле, если у него типа щиты прокать не будут, и поддомника там не будет все залетать, то я его, может, даже и снесу. Два раунда. Терпеть или не терпеть? Вот в чем вопрос. Ладно, пока потерпим. Пока потерпим. Пофиг, рискну. Дождемся 30-го раунда, там начнем ролиться. Или... Ай! Я не могу определиться. Можно ты не будешь таким больше? Ты еще и Омника собери в 3 звезды.
И вообще будет прекрасно. Так, эльф здорово. Эльф играет через мартретку. Но я думаю, я эту мартретку спокойно вынесу. Бэмс, бэмс. Так, у меня только что, если что, мартретка уклонилась от моего урона. Снова кастану в иллюзию. Вот еще, кстати, минус. То, что он может кастовать в иллюзии. Это проблема. Поэтому нужно БФ находить. Чтобы он просто вот этот весь спам спокойно зачищал и еще много урона по области наносил. Че там уже 10-й взял? Интересно, я его сейчас снесу 1 на 1 или не снесу? Так вот, интересный момент. Активировал, если что, хаотичный договор, потому что у меня уже 5 винстрик. Я думаю, я смогу достичь 10 винстрик и получить предмет. По крайней мере, я хочу в это верить. Надо в это верить. Если не буду в это верить, будет плохо. Как еще можно себя, в принципе, усилить? Вот, кстати, по поводу 4 наблюдателей. Ну, как по мне, если ты играешь через Кеза... А, ты еще и перчатку нашел. Ого. Ого! Это плохо. Это очень плохо. Я просто подумал о том, что я могу, в принципе, наблюдателей убрать и поставить себе Омника. А так как у меня реликвии талантов, я мог вообще 11 взять и поставить Омника. Но сейчас я прекрасно понимаю о том, что мне не поможет Омник. Вообще не поможет. Если вы спрашиваете почему, то это чисто из-за того, что у него берсерки с 2 звезды, он своими топорами будет все сносить. Ну, все и вся сносить. Потому что у него чистый урон будет. И получается, щит Омника, он спускается на 0. То есть даже от других героев, ну, вот, чтобы, знаете, чтобы они немного потанчили других героев, это не получится, потому что это берсерк. У берсерка есть массовый урон с помощью его топоров, и он может спокойно зачищать всех, кто находится под Омником, поэтому такое себе решение. Обидно. Вот если бы он не нашел перчатку 5-го тира, то, думаю, я бы Омника поставил, я бы его законтрил, мог бы выносить вообще спокойно. Но он нашел перчатку, и это проблема. А, кстати, еще знаете, какая проблема? Это щит 5-го тира. Щит 5-го тира, это еще та заноза в заднице будет. Так какая завеса? Ну почему не мастерская бума? Я не понимаю. Кираса это, конечно, круто, но мне не поможет. Молнии выпали, боже. Это плохо. Кираса мне не поможет. Завеса хреново выпала, но мне вообще не нужна эта завеса. Да. Вот серьезно, если бы не гребаная его перчатка, я бы мог тоже Кирасу взять и спокойно себя чувствовать. Ну, снесу его или не снесу? Прокнет ли у него щит или не прокнет? Я только что, кто вдруг не понял, берсерка за 1 удар вынес. Потому что щит у него не прокнул. Хорошо. Хорошечно. Сюда, Винстрик, давай. Молодец, спасибо. Хорошо. Может быть, пока у него там предметов еще до конца нету, я его и смогу быстро вынести, но посмотрим. Чел ливнул по итогу. Так, ну нам дальше ролиться, надо искать. Надо искать. Надо искать. Пожалуйста, дай мне перчатку, пожалуйста. Спасибо. Хорошо. Отлично. Алхимик 3-звездочный с рапирой. Боже, как я ему сейчас сочувствую. Я его просто ваншотну. У него вообще никаких предметов нет на подсейф, а у меня наоборот. Чем больше у тебя хп, тем ему хуже. Вот это, конечно, было мощно.
Ну да, пока у него нету предметов, я его спокойно вынесу. Но на самом деле это такая заноза. Не дай бог он сейчас найдет себе получше предмет, и он же меня снесет. На самом деле ему многого не надо. Ему надо всего лишь найти щит 5-го тира бессмертия, и он может меня спокойно снести. Блин, хотелось бы мне, конечно, омника взять. Ну ладно, пока не отчаиваемся. Не буду опускать руки. Я надеюсь все-таки, что он не найдет себе предметы, которые ему нужны. Очень повезет, если мне БФ выпадет с 35-го. Это будет вообще прекрасно. И наследие Духа Огня. Будет вообще 10 из 10. Урона будет катастрофически много. Так, алхимик. Здорово, алхимик. За 2 тычки уничтожил. Прикол в том, что сейчас способность откатится, я его и так снесу. А, даже способность не понадобилась, просто критами задушил. Идем дальше в уровень. У него хорошие предметы. Он бессмертие нашел. Да не есть хорошо. Это проблема. Это проблема. У меня сейчас прекрасные предметы. Герои у меня тоненькие. Своими топорами он может их спокойно сносить. Инсектоидов сейчас разблокируем. Мне нужно убийцу найти еще одного. Давай, стеси его. У меня на 10-я победа. Он синергию мне выключил. Вот то, о чем я говорил. Берсерк это, конечно, та еще заноза в заднице. Проблемный берсерк будет. Ну, я, в принципе, на то и рассчитывал, что будет проблемный. Идти в 11 или... Нет, надо сначала на роли 9 убийц, а потом уже думать. Вы просто понимаете, я даже не знаю, вот что на 11 поставить. Либо мне попробовать фулл-горд поставить, убрать взгляд, убрать наблюдателей. Но без наблюдателей не будет так много целей, не будет так много урона. Либо поставить немножко себе богов. Может, а у него вот... А, все понятно, он его в 3 звезды сейчас соберет. И это проблема. Проблема то, что он себе его в 3 звезды соберет. Большая проблема. Я тут в 2 звезды его не могу нормально пробивать, он его сейчас еще и в 3 звезды соберет. Это вообще будет жесть. МКБ. Ну, я возьму МКБ на всякий случай, чтобы там от всяких мясов себя защитить. Ну, чтобы 100% попадал. Ну, достойный противник. Но на самом деле, я уверен, что Кес раскрыл себя на очень даже хорошо. Поэтому в комментариях напишите, как вам по итогу-то Кес. Я, конечно, не буду сдаваться, я сейчас буду ролиться до конца. 9 убийц поставлю, может, я с 9 убийцами вообще снесу в легкую. Ёб твою ми... У него все предметы против меня, понимаете? Щит 5-го тира, очищающая сфера, которая вырубает мне синергию. О, вот это, конечно, игра. Да, это жестко. Я надеюсь, что я хотя бы смогу одну победу заработать. Чтобы хаотичный договор у меня сработал. Я получил предмет 4-го тира. О, хорошо, я его бессмертие выбил. Жить, жить. Откат, откат. Жить! Супчик. И где мои убийцы? Мне надо 9 убийц поставить, а у меня убийц нету. У него, короче, все предметы против меня. Очень хорошие предметы. Его даже, на самом деле, Омник вообще никак не спасает. Типа, вообще
плевать плюс плевать на этого Омника. Что есть он, что нету. Он меня просто берсерком душит. Эх. Ну ничего страшного. Тяу-тяу-тяу. Единственное, знаете, какая польза от Омника? То, что он другим фигурам дает пожить. Но в моем случае это не проканает, потому что у берсерка все-таки массовые топоры, поэтому бесполезно. Не достал. Если что, кстати, у Кеза есть радиус, там 4 клетки, и если в радиусе 4 клеток он не будет доставать, то вторая цель не будет биться. Это вдруг кто не знал. Так, все, хорошо, 9-й убийца. Так, вместо кого? Надо Горн убирать, да? Берем Горн. Хорошо, идем в уровень. Горн на всякий случай еще поставлю. Вообще не знаю, может быть богов поставить, чтобы было у меня меньше КД на способности. Переставил берсерка. А, у него 2 берсерка, понял. Пу-пу-пу, пу-пу-пу. Беда! Беда-беда. Забери раунд. Раунд забери. 10 побед есть, отлично, у него 26 хп. Хорошо. Надо чуть-чуть паролиться. Или нет, или да. Ладно, пусть идет. Пусть идет все по накатанной. Нахрена мне этот Омник? Опа, БФ, отлично. Или лучше бы рефрешер, наверное, взял. Лучше бы, наверное, рефрешер взял. Не знаю, использовать завесу, попробовать дотянуть до 45-го или не попробовать до 45-го дотянуть. Надо завесу или не надо завесу использовать. Ну, просто не хочется искусственную игру растягивать, типа... Не, ну с БФом, конечно, вообще приятно смотрится. Просто половину толпы срезал. Ой, хорошо! Да, какое же КД долгое. Возможно, мне... Ну, рефрешер... Ой, рефрешер. БФ 100% ему нужен, как мы видим. 100%. Сейчас мобы. 14 хп. Блин, не знаю, есть ли смысл вообще пытаться тянуть эту игру или нет. Или да, или нет. На самом деле, вот мы сейчас остались с ним 1 на 1, и просто какой кусок хп мне оторвало? 50%. Там, короче, кто вдруг не знает, через некоторое количество раундов, когда вы 1 на 1 остаетесь, то снимается по 50% от вашего текущего хп шахматиста. И вот, как бы, все мои привилегии, как бы, да, ушли на покой. Можно было бы сейчас мифриловый доспех рольнуть и попробовать найти рефрешер. Может, с рефрешером было бы получше, хотя хрен его знает. Просто из предметов 5-го тира мне нечего особо брать. Мастерская бума, хорошо. Только куда мне ее и шуролить? Опа, мартредочка. Так, мартредочку в 3 звезды. Бэмс. Да, кстати, даже мартредка мне не поможет в 3 звезды против... против берсерка. Пока что так сделаю. У меня 20 хп, у него 7 хп. Сильно. Мне показалось, он берсерка в 3 звезды собрал. Ай-яй-яй, серьезно, в 3 звезды. Еще хпшку себе восстановил он. С помощью монетки. Реликвию монетки изнул. Не знаю, попробую сейчас Рики как-то поставить, но это бессмысленно, типа. Ах ты ж, крокодил ходячий. Не, ну, берсерк в 3 звезды, это уже, конечно, машина. Это, конечно, машина. Ну,
Я считаю, я Кеза раскрыл на 200%. Мне даже вор не поможет. Даже если богов поставлю, я уверен, что они тоже мне не помогут. Наблюдатели только убирать. Ну, не хочу наблюдателей убирать. Ну, давай попробуем богов поставить. Чё? Бороться, так бороться до конца. Я всегда всем говорю, ребята, всегда боритесь до конца. Никогда не отчаивайтесь. Пробуйте, пробуйте, пробуйте. Не, возможно. Если бы у меня было 4 бога... А, ну какая разница, у него же очищающая сфера, поэтому плевать плюс плевать. Ну-ка. А, у меня же завеса, точняк. Нахрена я ее активировал? Мне еще и берсерк пришел. Ну, скажу так. Это была достойная битва. Очень достойная. Я считаю, катка огонь, ребят. А что думаете вы, напишите в комменты, естественно. Я думаю, даже рефрешер мне тут не поможет. Нет смысла его ролить. Эх, хотел Гритера найти в 3 звезды. Ладно, чего нет, того нет. Ну, что ж. Ай-яй-яй, прикиньте. Не, ну возможно, кстати, под 4 богами я его и снес. Я бы его просто в стане держал из-за того, что способность Кеза станет и жишь сверху. Ну, хорошая игра, хорошая. Против берсерков 3 звезды. Но на самом деле ему так повезло, что он так берсерков 2 звезды быстро нашел. Очень повезло. Хорош. Но способность Кеза, кстати, станет еще на 3 секунды, я забыл сказать. Короче, сейчас подведу итог. Смотрите, по поводу Кеза. Как работает его способность? Там она работает в 2 этапа. Во-первых, она дает стан на 3 секунды. Это кто вдруг не знал. По цели, которую она задевает, которую она бьет, она дает стан на 3 секунды. И наносится урон в 2 этапа. И вот эти вот между 2 этапами наносится тычка, его способность, тычка, его способность. То есть 30% вот эти, которые он отнимает, это его максимального здоровья, наносится в 2 этапа. 15% тычка, 15% тычка, 15%. Вот так работает его способность. Сжатие, конечно, вот как вы видели, БФ ему нужен. Иначе без БФ он себя плохо чувствует. Потому что тот же самый Эмбер, когда он использует свою способность, он ее откатывает. И вы знаете то, что я подметил для себя? Все-таки богов ему надо ставить. Если хочется прям кастовать, то надо богов ставить. Тогда ты будешь в контроле держать и много урона наносить. Ну, хорошая игра. Есть над чем подумать. Есть как его еще реализовать. Возможно, если бы у меня было больше раундов, больше хпшки, я бы поставил себе все-таки 4 богов. И, возможно, бы я эту ситуацию перевернул. Но я считаю, достойный герой получился. Прикольный. Поэтому, что думаете вы, напишите в комменты, естественно. Поэтому... Не буду растягивать концовку, игра обалденная, очень достойная. Что думаете вы? Напишите в комменты. Не забудьте поставить свой лайк и подписаться. Также подписываемся на мой телеграм-канал. Все ссылки закреплены в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.